Канадский комментатор Тед Бартон, о Трусовой и Щербаковой. Четверные прыгает Александра, а не Тутберидзе или Плющенко. Неважно, кто ее тренирует, и где. Интервью с изобретателем современной системы оценок в фигурном катании Тедом Бартоном о предстоящем чемпионате мира 2021. Тед Бартон когда-то был перспективным фигуристом, но травмы не позволили ему выступать на взрослом уровне. Затем он работал тренером и подготовил нескольких сильных спортсменов для сборной Канады. Но главная заслуга Бартона – в роли функционера. Сначала он занялся реформами у себя дома. Должность вице-президента Skate Canada Бартон занимает и сейчас. А затем принялся за международные проекты. Тед вошел в экспертную группу, которая разработала современную систему судейства в фигурном катании, которая пришла на замену шестибалльной. Но сейчас Тед известен уже скорее как комментатор. Работает Бартон с крупнейшими канадскими телеканалами, американскими, медиаслужбой ИСУ и даже с Первым каналом. Именно Теда вы можете услышать, если включите международный поток на английском языке трансляции чемпионата России. Если Трусова делает все свои элементы чисто, то обыграть ее практически невозможно. Получается, сборная России, которая и тренировалась, и соревновалась, будет однозначным фаворитом в Швеции? Сборная России будет фаворитом прежде всего потому, что у вас очень сильные спортсмены. Можно вообще не говорить про ситуацию с вирусом и обсуждать исключительно спортивное мастерство, и здесь вам есть чем гордиться. Как канадцу мне сложно это признать, но я всегда стараюсь быть честным и по-хорошему вам завидую. У вас невероятная команда, особенно в женском одиночном катании. Удивительные девушки. Но приедут хорошие спортсменки из Японии, Кореи, США. Скажу так, если россиянки будут выступать чисто и не допустят серьезных ошибок, то они будут очень высоко. В женском одиночном Россия может претендовать даже на весь подиум. Сложно гарантировать чей-то успех, особенно с учетом таких сложных программ, как у российских девушек. Но если Анна Щербакова сделает чистый четверной лутс и четверной флип, то она точно будет в числе лучших. Многого я жду от Александры Трусовой. Мне нравится смотреть на ее преображение, она действительно стала лучше кататься. И если она выдаст свой максимум, то конкурентов в мире против сложности ее контента просто нет. Что касается Елизаветы Туктамышевой, то ей попасть на пьедестал будет немного сложнее. Она очень сильный и харизматичный спортсмен. Но у нас есть еще и сильные спортсмены из других стран, которые составят ей серьезную конкуренцию. Я бы ждал 2 медали, но опять же гарантий быть не может. Кто, на ваш взгляд, все-таки фаворит чемпионата мира, Анна Щербакова или Александра Трусова? Если судить по тому, как проходил этот сезон, то скорее Щербакова. Анна провела его ровнее, увереннее, выдала невероятные прокаты на чемпионате России и достойно выступала на других стартах. Трусову стоит похвалить за ее прогресс в артистизме и катании, но и о своей технике она не забывает. Она хочет выиграть все и изучить все возможные прыжки, комбинации прыжков. Конечно же, если она сможет усложнить свою программу и сделать все элементы чисто, то обыграть такую фигуристку будет невозможно. Но все наши расклады не имеют ничего общего с реальностью, потому что на соревнованиях, особенно на таких волнующих, как чемпионат мира, может произойти все что угодно. Вы можете сравнить Трусову эпохи Тутберидзе и Трусову сейчас, когда она тренируется у Евгения Плющенко. Я думаю, что в случае с Трусовой не стоит говорить о ее тренерах. На льду я прежде всего вижу не Тутберидзе или Плющенко. Я вижу молодую девушку и удивительную спортсменку. Трусова – невероятный талант, поэтому не столь даже важно, с кем и где она тренируется, в России, Америке, Японии. Она удивительная, и сейчас мы видим становление ее таланта, она развивается как фигурист, как личность. Тренер – важная часть успеха фигуриста, но тренер не может откататься за тебя. Трусова и много дала Тутберидзе, они работали вместе много лет, и именно с Этери Александра стала мировой звездой. Сейчас Плющенко продолжает развивать Трусову и раскрывать ее с новой стороны.
Но важнейшее значение имеет только сама спортсменка, это она делает четверные вращения, она катается и совершенствует свое мастерство. Это ее работа, а не кого-то другого. В мужской сборной России будут выступать Михаил Коляда и молодой спортсмен Евгений Семененко. Что вы думаете об их шансах и перспективе для сборной России завоевать третью квоту на Олимпиаду? Для начала хочу отметить Коляду. Он очень удивил меня в этом сезоне. Он всегда был хорош, но в этом сезоне он стал по-настоящему большим фигуристом. И если он выступит уверенно, не допустит серьезных ошибок, то у Михаила отличные шансы на высокие места. Правда, надо понимать, что конкуренция в мужском одиночном серьезная, и помимо Коляды на турнире будут иные сильные спортсмены, Юдзуру Ханю, Винсент Чжоу, Нейтан Чен, Шома Уна и другие ребята. Так что борьба будет напряженной, но Коляда сможет удержаться на одном уровне с мировой элитой, если справится с технической частью своей программы. Что касается Семененко, это начинающий спортсмен, у которого все впереди. Может, в один день он покажет себя и всех нас удивит, но пока что ждать от него многого не следует. Его задача – получить на турнире опыт и наслаждаться моментом. Проблема Евгения – это нестабильность. Иногда он выступает очень хорошо, но иногда допускает серьезные ошибки. И мы не знаем, как он сможет совладать с эмоциями. А ошибаться ему нельзя, потому что авторитета на международной арене ему не хватает, и результат будет плачевным. Тот же Коляда даже в случае ошибок в прокате может претендовать на высокую позицию за счет своих вращений, катания, опыта. Но Семененко пока что только развивается, и ему нужно идеальное выступление, чтобы выступить успешно. О медали мы вряд ли говорим, но достойно представить страну и решить задачу с олимпийским отбором он может. В России на местных соревнованиях, судя по всему, пытались завышать оценки своим фигуристам, очевидно, чтобы поднять их рейтинг в глазах судей перед чемпионатом мира. Насколько такая тактика может помочь российской команде? Я не верю, что судьи на таком соревновании, как чемпионат мира, будут ориентироваться на предыдущие соревнования. Как спортсмены приезжают на чемпионат мира только самые сильные, ровно так же и судьи только самые опытные и профессиональные. Но у меня нет вопросов и к российским судьям. Я смотрел почти все ваши крупные соревнования и могу сказать, что в России судьи провели отличную работу. Люди могут быть не согласны с результатами, но это чаще всего связано с симпатиями к какому-то конкретному фигуристу. Я много лет в спорте и могу точно сказать. Практически все судьи работают честно. А то, что оценки на национальных стартах немного выше, чем на международных, это нормальная практика, и встречается это явление не только в России. Но на чемпионате мира работает независимая судейская панель. Она оценивает спортсмена с чистого листа, и распределяться места будут исключительно исходя из выступлений фигуристов здесь и сейчас.